Hello, dear children. Unit Reading for Pleasure, Lesson 41. The topic of today's lesson is have to. То есть глагол have to, также модальный глагол возьмем, который имеет такое же значение. Let's start our lesson. Have to and don't have to. Здесь в данной таблице даются у вас формирование данных грамматических форм. Have to and don't have to. Данные глаголы имеют смысл быть должным, должен или не должен. Read the table and the rules. Say the examples in your language. Например, как образуется позитивная форма? Affirmative. You have to go. I have to go. Я должен идти. Или я должна идти. You have to go. Ты должен идти. Или ты должна идти. He, she, it has to go. Он, она или оно должны идти. Должен, допустим, он должен идти, она должна идти или оно должно идти. We, you, they have to go. Мы, вы, они должны идти. Так, негативная форма. Здесь используется don't have to go. I don't have to go. Я не должна идти. You don't have to go. Ты не должен идти. He doesn't have to go. Он не должен идти. She doesn't have to go. Она не должна идти. It doesn't have to go. Оно не должно идти. И we, they, you don't have to go. Так, здесь дается во второй таблице третьем упражнении вопросительные предложения, interrogative. Do you have to go? Если вопросительных специальных слов нет, то вопрос начинается с глаголов do или does, потом have to go. После have to частица, обратите внимание, это все везде. Если после have стоит частица to, это уже как бы придает глаголу смысл быть должным, We use have, has to express obligation, то есть обязательство, для того, чтобы выразить обязательство. I have to take my medicine. Я должен принять свое лекарство. The doctor told me. Доктор сказал мне. We use don't, doesn't have to express lack of obligation. То есть это не необходимость, то есть не обязательное действие можем выразить don't have to или doesn't have to. Далее короткие ответы, вот эти все таблицы можете себе начертить в тетрадях. Дальше, значит, у нас идет упражнения идут, Так. Put the verbs in brackets into the correct form. Ставьте глаголы в правильные формы, Так, раскрываем скобки и пишем. I have to go, have to или don't have to, Has to или doesn't have to. Далее, ask and answer, use the prompts. Make your bed, tidy your room. Make your bed, заправить постель. Tidy your room, привести в порядок свою комнату. Cook dinner, готовить ужин. Iron the clothes, гладить вещи. Walk the dog, прогуливать собаку или выгуливать собаку. Do your homework, делать домашние задания, Вот данные словосочетания, используя, вы должны задать вопрос, как в примере, и ответить на этот вопрос. Do you have to make your bed? Должен ли ты заправлять свою постель? Yes, I do. Можете ответить да, я должен, или no, I don't, или я не должен. Точно так же с другими оставшимися словосочетаниями составляете предложение, то есть вопросительное предложение. Далее, эти упражнения у вас как домашние задания, это с workbook. Have to, здесь ставите, читаете, значит, вот это объявление про теннисные уроки, и по нему пишите пропущенные слова, вставляете, have to или don't have to. You, чтобы теннисные уроки получать, уроки по теннису, ты должен быть старше, чем 10 лет, Или как? Вот сначала объявление читаете, и потом только пишите эти предложения снизу. Далее во втором упражнении дополняете, has to, have to, don't have to или doesn't have to. Так, далее. Ask and answer, use the prompts.
Здесь must и mustn't, да? Здесь, смотрите, 5-е упражнение, тут дается таблица. Здесь есть глагол, дается глагол must. Must быть должным, это модальный глагол. После must частица to не ставится. Просто идет инфинитив, да, сам по себе, да, просто глагол идет. Например, I, you, he, she и так далее. Must help with chores. Должны помочь. I must help with chores. Это означает, я должен помочь с домашними делами. You mustn't talk in class. То есть ты не должен разговаривать в классе. Так, мы используем must для того, чтобы выразить как бы обязательство. Мы используем mustn't для того, чтобы выразить, то есть не обязательство, да, не обязательное действие. Далее, complete with must or mustn't. Здесь дополняете must или mustn't ставите, да, там, где пропущено. Choose a correct item. Здесь выбирайте, какой глагол будет правильный. Далее. The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.